За материалами для моих книг мне приходилось странствовать по всему миру. Побывать в Соединенных Штатах, в Великобритании, России и Франции, но чаще всего, разумеется, я оказывался в Германии. Здесь я работал во множестве архивов, от центральных государственных до архивов маленьких городов и отдельных компаний. И не было случая, чтобы я не нашел ни одной крупицы, которая привела бы меня ближе к цели моего расследования. А порой, во время своих странствий, я завязывал достаточно интересные знакомства. Это было в Берлине в 1997 году. В маленькой комнатке лежат пухлые дела, архив германского клуба полярных исследователей. Уже который день я нахожусь здесь с рассвета до заката, выясняя многие интересные подробности довоенных экспедиций на Южный континент. Старик-архивариус, впрочем, только рад этому обстоятельству. Ему чаще всего приходится проводить свои дни в одиночестве. И гость. Да еще из экзотической страны, какой в Германии представляется Аргентина, вносит приятное разнообразие в серые будни. Внезапно дверь открывается, и в комнату заглядывает маленький черноволосый человек. Он обращается к архивариусу и напоминает о своем звонке, сделанном 2 дня назад, по-немецки. Незнакомец говорит не очень чисто, с заметным французским акцентом. На вид ему лет 60. Оказалось, что ему требуются те же материалы, что и мне. Мы познакомились. Француза звали Жак-Андре, и сначала он не очень хотел распространяться о причинах своего интереса. И только потом, вечером, за столиком кафе, когда я рассказал ему многое из того, что знал сам, он сказал мне: «Знаешь, почему я копаюсь во всем этом? Дело в том, что возле этих чертовых баз погиб мой брат. Когда? В 73-м. Мы плавали вместе с капитаном Кусто, снимали фильмы про подводный мир. Не знаю с чего, но капитана потянуло в Антарктиду. Причем мы не просто занимались подводными съемками и исследовали местную флору и фауну, нет. У меня сложилось такое впечатление, что Кусто что-то искал. Что-то вполне определенное, но точно не зная, что именно. Знаешь, так бывает, ты ищешь какой-то предмет, толком не можешь его описать, но понимаешь, что как только увидишь, так сразу узнаешь. Вот что-то похожее было и тогда. Вы нашли то, что искали? Похоже, что да. Это было в районе земли королевы Мод. Там погибло очень много наших. Потом капитан как-то раз обмолвился, что искали мы следы нацистской базы. Не там искали, немцы. Обосновались совсем в другом месте. Откуда ты знаешь? Они что, докладывают тебе, что ли? Может, конечно, и не нацисты были виноваты. Больно уж странным было все. Я попросил рассказать все поподробнее. Он охотно согласился. Поскольку был этот рассказ долгим и достаточно запутанным, позволю себе не цитировать его напрямую. Начну с самого начала. Капитан Жак-Ив Кусто родился 11 июня 1910 года. Его с детства тянуло к морю, и поэтому, повзрослев, он избрал для себя карьеру морского офицера. В 1933 году он отправляется в свое первое дальнее плавание на борту крейсера «Приморж». Но корабль показался ему слишком медленным. В Кусто, как и во многих молодых людях, проявилась тяга к высоким скоростям. Молодой офицер переводится в военно-морскую авиацию. Впрочем, покорять небо ему было суждено недолго. Кусто попадает в автомобильную катастрофу и получает тяжелые травмы. Карьера в авиации была для него закончена. Пришлось возвращаться на борт корабля. Накануне Второй мировой войны Кусто знакомится с Филиппом Тайо и Фредериком Дюма, которые приобщают его к тайнам подводного мира. Уже после первого погружения с аквалангом молодой офицер понимает: вот она, его мечта. Но реализацию мечты пришлось отложить. Началась война. Кусто активно боролся с нацистами, был бойцом французского сопротивления. Лишь после победы над Гитлером он смог частично посвятить себя любимому делу. В 1950 году Кусто покупает старый английский миноносец и переделывает его в настоящую плавучую исследовательскую лабораторию. Корабль получает название «Калипсо». Именно на нем капитан провел все свои знаменитые экспедиции. В 1953 году выходит первая книга Кусто, на следующий год его первый фильм о подводном мире. После этого фильмы и книги следуют друг за другом, принося оглушительный успех. Кусто становится всемирной знаменитостью. Сериал «Одиссея» команды Кусто смотрела, думаю, большая часть жителей нашей планеты.
Из военно-морского флота Кусто уходит, однако только в 1956 году. Впрочем, по весьма достоверным данным, он и после этого продолжал по некоторым вопросам сотрудничать с военно-морской разведкой. Одним из таких вопросов, очевидно, и стал поиск нацистской базы в Антарктиде. Сперва меня несколько удивила география поисков, район земли королевы Мод. Но потом я сообразил, ведь данные, которыми располагал Кусто, были взяты из американских источников. После возвращения из своего плавания Бёрд волей-неволей вынужден был дать интервью американской прессе. Такая там традиция, каждый крупный деятель беззащитен перед четвертой властью. Чуть что не так, акулы-пера сожрут его заживо и не подавятся. Так вот, на вопрос о том, как прошла экспедиция и в каких районах побывала эскадра, адмирал, широко улыбнувшись, ответил: «Мы обследовали берега Антарктиды, которые ранее почти не подвергались тщательному изучению. В частности, речь идет о земле королевы Мод, расположенной в южной части Атлантики. Мы сделали много интересных наблюдений, изучили уникальные природные явления. Думаю, дело не постоит за следующей экспедицией». Адмирал лукавил, в следующую экспедицию он отправляться вовсе не собирался. Впрочем, обманывал он журналистов и в другом: к названным им берегам он вовсе не приближался. Земля королевы Мод находится к востоку от Антарктического полуострова, в то время как все драматические события начала 1947 года происходили в сотнях километрах к западу от него. Станция Хорст-Весель, как я уже говорил, была эвакуирована и передана Аргентине сразу после войны. К слову сказать, всевозможные желтые книжки до сих пор помещают тайную нацистскую базу на территорию земли королевы Мод. Рассказывают, например, о целом подземном городе Новый Берлин с населением в 2 миллиона человек, об общении нацистов с инопланетянами. О машинах времени. Не удивлюсь, если узнаю, что всю эту чушь оплачивают сами нацисты, чтобы никто уж точно не поверил в существование Новой Швабии. Откуда французы узнали о существовании нацистской базы в Антарктиде, неизвестно. Даже для хорошей разведки получить хоть сколько-нибудь точную информацию о ней не представляется возможным. Однако французы все же решились поставить эксперимент, видимо, в надежде установить контакт все с теми же легендарными антарктами. Андре передал мне интересный документ, вернее, его копию, письмо руководителя французской разведывательной службы, адресованное лично Кусто. Оно гласило: «Дорогой месье Кусто, наше давнее сотрудничество дает мне право надеяться, что вы не откажетесь выполнить еще одну нашу просьбу. Дело касается весьма деликатного вопроса. По непроверенной информации, в Антарктиде в период Второй мировой войны размещались военные базы некоторых государств. Конкретно речь идет о земле королевы Мод, хотя вам не следует упускать из виду Антарктический полуостров и побережье к западу от него. Нам хотелось бы, чтобы вы в неофициальном порядке провели исследование прибрежных вод. Ваша экспедиция будет, разумеется, щедро профинансирована. Кроме того, мы по-прежнему будем закрывать глаза на некоторые финансовые злоупотребления ваших сотрудников». Так вот оно что. Кусто не просто просили, его шантажировали. В 90-е годы, когда старик почти полностью отошел от дел, вспыхнул ряд скандалов, связанных с деятельностью созданной им организации. Прикрываясь именем Кусто, его подчиненные производили финансовые махинации и уклонялись от уплаты налогов. Видимо, процесс этот начался задолго до того, как всплыл на поверхность. Французы не хотели, подобно американцам, посылать в интересующие их южные воды большую эскадру и тем привлекать к себе излишнее внимание. Кусто, к вояжам которого по всему миру уже давно привыкли, мог выполнить эту миссию гораздо успешнее и эффективнее. Дело, разумеется, было довольно опасным, но это не пугало французских разведчиков. Рисковать чужой шкурой они не боялись. Итак, в середине октября 1973 года Калипсо взял курс на берега Южного континента. И снова пещеры. Исследование прибрежных вод земли королевы Мод могло занять очень много времени. Территория эта растянулась на многие сотни километров. Поэтому Калипсо, и так оснащенный по последнему слову техники, был буквально напичкан сложнейшими системами, от радиоэлектронных приборов до мощнейших металлоискателей. Некоторые из них
были сняты с боевых кораблей французского флота. Время от времени члены экспедиции спускались в воду, совершали погружения, исследовали местную, довольно скудную, надо сказать, флору и фауну. Однако это не занимало много времени, и Калипсо нигде не задерживался подолгу. Кусто упорно искал то, что было нужно французской разведке, заброшенную, как он полагал, базу времен войны. В конце декабря 1973 года экспедиция, наконец, обнаружила интересную аномалию. Из-под скалистого берега вырывался широкий поток теплой воды. Это чудо природы было необходимо исследовать. Кусто предположил, что под скалами находятся горячие ключи, которые выбрасывают свою воду в океан. Версию эту подтверждало и то обстоятельство, что теплая вода была гораздо более пресной, чем соленая. Океанская. На следующий день первая партия аквалангистов совершила погружение. Борясь с течением, они проплыли примерно 200 метров под водой, когда течение ослабло. Более того, скальный потолок над их головами резко ушел вверх. Аквалангисты вынырнули на поверхность и поняли, что оказались в огромной пещере. Испытанные ими эмоции, по свидетельству Андре, были непередаваемыми. Французы почувствовали себя так, как будто попали в огромный природный храм. Наверное, схожие чувства испытали экипажи немецких субмарин, впервые проникших в аналогичные пещеры в сотнях километров западнее. На время забыв о поисках базы, Кусто принялся энергично обследовать пещеру. Она была поистине огромна и прекрасна. Высокий сводчатый потолок, свисающие с него огромные сталактиты. Стены пещеры переливались под лучами мощных фонарей, как будто были усеяны бриллиантами. Огромное подземное озеро, впрочем, не доходило до стен пещеры. Его берега образовывали пляжи с золотистым песком. «Убрать гору сверху, и будет курорт», – пошутил кто-то из аквалангистов. Впрочем, исследовать в озере было особенно нечего. Ни флора, ни фауна в нем развита не была. Зато на берегу кое-что интересное обнаружить удалось. Вы уже догадались, что именно? Да-да, именно обелиски, покрытые руническими письменами. Когда мы впервые увидели их, до этого стоявших неприметно в тени скального выступа, у нас был настоящий шок, рассказывал мне Андре. Многие невольно стали озираться. У людей появилось такое чувство, как будто за нами кто-то наблюдает, словно за каждым их шагом следят чьи-то невидимые глаза. Тишина, царившая вокруг, мгновенно показалась нам зловещей. Все молчали, настолько силен был общий шок. Действительно, кто мог представить себе, что на континенте, считавшемся безжизненным, будут обнаружены следы какой-то древней цивилизации. Впрочем, вскоре кое-кто всерьез усомнился в том, что эта цивилизация была древней. Хотя надпись не мог прочесть никто, некоторые члены экспедиции посчитали, что это вполне современная тайнопись, установленная здесь какими-то неизвестными мистиками. Только вот как мистики проникли в эту горную пещеру. Может, они как-то связаны с военной базой, которую ищет Кусто. В пещеру удалось доставить металлоискатель. Как только прибор включили, он показал, что на дне озера есть крупное скопление металла. Аквалангисты пытались погрузиться как можно глубже, но это им не удалось, слишком стремительным было придонное течение. Мутная вода, которая несла частицы песка, не позволяла разглядеть, что находится внизу. При этом на поверхности озера было совершенно спокойным и кристально чистым. На этом аномалии не кончались. Исследователи обратили внимание на то, что поверхность озера иногда волнуется, по ней пробегает странная рябь. Из-за чего это происходит, осталось неизвестным. Но все это было еще цветочками по сравнению с тем, что членам экспедиции пришлось испытать в один из первых январских дней 1974 года. Озеро начало светиться изнутри. При этом интенсивность и окраска свечения все время менялись. То еле заметное голубое, то мощное красное, то снова угасающее зеленое. С каким-то непонятным ужасом мы наблюдали за этой иллюминацией, рассказывал мне Андре. У всех было такое чувство, как будто мы прикоснулись к чему-то неведомому и слишком великому, по сравнению с чем мы все лишь жалкие песчинки. Причин этого свечения даже бывалые исследователи определить не могли, ничего подобного им в природе встречать не приходилось. Вглядевшись в воды озера, некоторые из них
различали там какие-то странные тени необычной формы. Если бы в этот момент из воды поднялся какой-нибудь древний бог, думаю, французы совершенно не удивились бы этому после всего произошедшего. Через некоторое время светотехническое шоу, однако, прекратились. Оправившись от шока, Кусто с товарищами продолжили исследование пещеры. В воду люди забирались неохотно. У всех было такое ощущение, как будто они ходят по телу спящего дракона. В глубине пещеры исследователи обнаружили скульптуру. Вернее, сначала кто-то увидел две странных красных точки и направил на них фонарь. Каменное изваяние было сделано так, чтобы внушить страх каждому, кто приблизится к нему. Хищное животное, не то лев, не то пантера, припало к земле, словно готовясь прыгнуть. Над его спиной распростерлись огромные перепончатые крылья с острыми когтями. Пасть животного была приоткрыта, оттуда торчали длинные тонкие клыки. На морде ужасающая гримаса, смесь ярости и безумия. И что самое странное, вместо глаз у статуи были два красных камня. И они светились в темноте без всякой видимой причины. Кусто приказал доставить один из обелисков и статую на корабль для отправки во Францию. Однако сделать этого не удалось, постаменты, на которых стояли изваяния, оказались слишком прочными. Орудия, имевшиеся у исследователей, были бессильны против них. Статую и обелиски тщательно сфотографировали со всех сторон. И лишь потом заметили в стене пещеры, за спиной статуи, вход в тоннель. Вам это ничего не напоминает, дорогой читатель? У Андре при виде статуи и следующего за ней коридора в скальной породе никаких ассоциаций не появилось. Мне же, когда я слушал его рассказ, сразу вспомнилась проклятая шахта в Вальгалле. И я уже прекрасно знал, что произойдет дальше. 4 члена экипажа Калипсо вызвались пройти дальше по тоннелю. Их снабдили длинной веревкой и отправили вперед. Между аквалангистами и спелеологами много общего, поэтому за смельчаков никто не беспокоился. Беспокойство пришло час спустя, когда веревка перестала разматываться, а далекое эхо донесло из глубин тоннеля чей-то крик. Андре рассказывал: «Я был среди тех, кто пошел по следам первой группы. Тоннель, по которому мы двигались, то сужался, то расширялся. Где-то двое могли пройти рядом, где-то нам приходилось идти по одному и согнувшись. Сердце бешено колотилось в груди от страха и потому, что мы шли очень быстро. Хотелось поскорее добраться до наших товарищей и узнать, что с ними все в порядке. Мы прошагали около 3 километров, когда шедший впереди Луи громко вскрикнул и остановился. Мы тоже застыли в оцепенении. Луч фонаря выхватил из темноты мертвенно-бледное лицо Поля из первой группы, лежавшего у стены. Боже мой, надеюсь, мне никогда в жизни не придется видеть выражение столь глубокого ужаса. Тела остальных 3 лежали тут же. Мы боялись себе представить, что же так напугало их. В конце концов, это было несущественно. Нам нужно было вынести их тела из этого жуткого места. Мы попробовали поднять тело Поля, но оно начало расползаться в наших руках, как будто труп лежал здесь уже бесчетное количество времени. В это время из глубины тоннеля послышался какой-то скрежет. Мы переглянулись и, не сговариваясь, двинулись обратно. Я шел предпоследним, не оборачиваясь, и представлял себе, каково Луи, идущему последним. Я постоянно слышал за собой его тяжелое дыхание. Наконец, кажется, прошла бесконечность. Впереди показался выход из тоннеля. Я вышел наружу с таким чувством, с каким, наверное, Данте покидал ад. Потом я оглянулся. За мной никого не было. Я шел последним. Тяжелое дыхание было моим собственным. Луи исчез. Потеряв 5 человек за один раз при жутких обстоятельствах, экспедиция Кусто уже не рисковала посылать людей внутрь тоннеля. Сам капитан сказал, что имеющееся оборудование явно недостаточно для того, чтобы справиться с неведомой угрозой. Через несколько дней аквалангисты покинули пещеру. Калипсо отправился дальше вдоль побережья в поисках своей основной цели – таинственной подводной базы. Авианосец на дне, и так Калипсо прошел вдоль побережья земли королевы Мод и добрался до антарктического полуострова, продолжая свои исследования. Как вы можете догадаться, ничего интересного они не находили. Понемногу снимался фильм об антарктической природе, настолько скудный, что участникам экспедиции
Приходилось лезть из кожи вон, чтобы отыскать хоть что-нибудь такое, что можно было бы показать телезрителям. Собственно говоря, всем уже было понятно, что никакой базы обнаружить не удастся. Однако с этим выводом команда все же поспешила. В надежде собрать побольше материала для телефильма Кусто обогнул антарктический полуостров и приблизился к земле Элсуэрта. Вернее, приблизиться к ней удалось не сразу. Сильные шторма, примерно 2 недели, не давали кораблю пройти к побережью. Самое интересное, что в это время экипаж «Калипсо» дважды наблюдал НЛО, темные летательные аппараты. Сигарообразные формы. Все поспешили списать на причудливые погодные условия, но у экипажа появились нехорошие предчувствия. Сразу вспомнилась дурная слава, которой пользовались эти берега. На 5-й день плавания вдоль неприветливого побережья аппаратура корабля начала показывать нечто странное. По ее показаниям, в этом месте под водой скрывалась огромная груда металла. Аквалангисты приготовились к погружению. Был среди них и Андре. Мы погружались все глубже, боясь даже представить себе, что может ждать нас внизу. Происшествия в чертовых пещерах были еще свежи в нашей памяти. Но мы привыкли быть профессионалами, не испытывающими страх ни перед чем. И не выполнить приказ капитана просто не могли. Мы увидели его одновременно и очень ясно. Огромный корабль, лежавший на дне. Он был выкрашен в ослепительно-белый цвет и напоминал скорее глыбу льда, затопленную вопреки всем законам физики. Судно напоминало что-то неземное. Четырехугольная палуба, совершенно ровная, только с одной стороны торчала небольшая надстройка. Мы не удивились бы, если бы на корабле вдруг зажглись огни, и он взмыл бы вверх, как в плохих фильмах про НЛО. Лишь приблизившись к нему, мы рассмотрели его и поняли – это был авианосец. Моему изумлению не было предела. Я неплохо знал военно-морскую историю и не сомневался, что ни один из построенных когда-либо авианосцев не только не тонул, но и не плавал в этих водах. Быть может, это корабль из эскадры Берда. Но ведь Филиппинское море вернулся в США в целости и сохранности. Да и зачем американцам было красить свой корабль в белый цвет? У нас возникла масса вопросов. Чувство облегчения вызывало лишь то, что в земном происхождении корабля сомневаться не приходилось. Никаких надписей или обозначений, которые позволили бы идентифицировать корабль, при беглом осмотре обнаружено не было. Аквалангисты попытались проникнуть внутрь корабля, но отверстий было слишком мало, а лезть вчетвером в лабиринт помещений было просто безумием. У авианосца не было никаких видимых повреждений. Складывалось впечатление, что корабль не затонул, а попросту был затоплен. Поднявшись на поверхность, аквалангисты рассказали о сенсационной находке. Кусто немедленно связался с французской разведкой и передал информацию. Там его сообщение вызвало прилив энтузиазма. Быстро проверив все данные, военные установили, что в тех широтах действительно не тонул ни один из построенных когда-либо авианосцев. О Рихтгофене, надеюсь, читатель догадался, что Кусто обнаружил именно его. Там, понятное дело, ничего не знали. На следующий день вниз спустилась партия из 10 аквалангистов. Капитан Кусто, который очень хотел отправиться вместе с ними, из-за вынужден был остаться на борту. Это сочли плохим предзнаменованием. Не добавлял оптимизма и рассказ одного из товарищей Андре, нырявших накануне, о том, что во время обследования авианосца он видел в отдалении темный сигарообразный объект, похожий на маленькую подводную лодку. Поскольку лодку видел он один, его рассказу поначалу не придали никакого значения. Но только поначалу. Предоставлю слово Андре. Я не был в числе тех 10, кто отправился вниз. Это были весьма опытные аквалангисты, и вся команда с нетерпением ждала того момента, когда они поднимутся на поверхность, чтобы рассказать о своем путешествии внутрь авианосца. Однако время шло, а они не появлялись. Мы не хотели верить в худшее. И все же вынуждены были с ужасом констатировать, что у ушедших в глубину должен был давно закончиться воздух. Вниз отправили еще 8 человек. На этот раз мы были крепко связаны страховочными тросами. Приблизившись к авианосцу, мы не заметили ничего подозрительного. Следов наших пропавших товарищей тоже нигде не было видно. 2 из нас, в том числе я, остались на палубе корабля, 6, накрепко связанные страховочными тросами, двинулись вниз через какой-то люк, кажется,
Это был самолетоподъемник. 20 минут спустя из подъемника вырвалось два больших воздушных пузыря. А через 2 минуты, рассекая воду, с невероятной силой и скоростью оттуда вылетели концы страховочных тросов. Один из них рассек мой гидрокостюм и разрезал руку почти до кости. В связи с этим, а также потому, что мы прекрасно понимали, что уже ничем не сможем помочь нашим товарищам, мы поднялись вверх, на корабль. Позднее нам рассказывали, что на палубе мы скорее напоминали призраков, вырвавшихся из ада, чем людей. В общем, это было недалеко от реальности. Капитан Кусто понял, что снова столкнулся с неведомой силой, свято охраняющей свои тайны. Он свернул экспедицию и отправился домой, во Францию. По возвращении военно-морской разведки был передан подробный отчет о произошедшем. Фильм же о подводном мире Антарктиды так никогда и не был показан. Французский ВМФ предпринял несколько месяцев спустя экспедицию в место, где экипаж «Калипсо» обнаружил авианосец. Никакого затонувшего корабля им обнаружить не удалось. А вскоре последовал грозный окрик из Вашингтона, и экспедиция была свернута. Так завершилась еще одна попытка проникнуть в тайны секретной базы нацистов. Но была еще одна сила, крайне заинтересованная в поисках истины и не подчинявшаяся Вашингтону. Это были русские. Им и предстояло сделать следующий ход в этой игре.